Добрый день или вечер. Будем уже потихоньку начинать. У нас новый проект, такая новая идея, может быть, получится ее развить в достаточно большом объеме. Она похожа на флешмоб. Суть ее достаточно простая. Мы все находимся в ситуации карантина, есть угроза вируса. Статистически уже известно, что дети в меньшей степени болеют, и легче у них проходит симптоматика заболевания. И этот проект «Детский стульчик», он призван попробовать активизировать иммунную систему, коллективную иммунную систему, в коллективном смысле, через очень простые процессы, которые, с одной стороны, очень веселые, с другой стороны, стрессовые были у каждого в жизни. Когда мы были маленькими, в садике, готовились к празднику, изучали, наизусть учили какое-либо стихотворение, потом были люди, у кого-то это дома происходило, у кого-то в садиках, в яслях. В школах потом повторялось, в институтах. Потом становились на стульчик и рассказывали это стихотворение, либо какой-либо рассказ. Из этого состояли так называемые утренники. Конечно, маленькие дети переживали, но если у нас получится добраться до вот этих пластов детских, с одной стороны переживания, с другой стороны праздника, возможно, мы сможем активировать коллективный иммунитет в противостоянии в сегодняшнем мире с вирусом, для того, чтобы ситуация была более человечной и развивалась в том направлении, в котором нужно людям. Будем начинать. Все очень просто. Есть стульчик. Вы можете попробовать потом самостоятельно, либо какой-то из этих стихов выучить и взять какую-то табуретку небольшую или небольшой стульчик, может быть, у вас есть, встать перед своими родными и рассказать этот стих. Можете отсюда взять стих, можете сами найти его, выучить. Цель активизировать, попробовать активизировать вот эти позитивные пласты, с одной стороны переживания, а с другой стороны успеха, публичного выступления. Давайте будем начинать. В небе солнышко лучится, в поле расцвели цветы. Что-нибудь должно случиться, чтобы исполнились мечты. Заболела наша кошка, может вызвать неотложку. Нет, мяучит киска, дайте мне сосиску. Собачья жизнь, сказала кошка, и легче стало ей немножко. Умеют же шутить ребята, хоть сказки впору им слагать. Нужна хорошая зарплата, работу, чур, не предлагать. Две медведицы смеются. Эти звезды нас надули, нашим именем зовутся, а похожи на кастрюли. Это странное стихотворение сейчас будет. На желтом лугу, где растет чепуха, лиловая, как чернила, повстречал крокодил с головой петуха,
петуха с головой крокодила. Следующее посвящено ситуации в транспорте сейчас. Контролер зашел в трамвай. Что такое? Ай-яй-яй, прямо под сиденьем, прячась и моргая, белая собачка ехала в трамвае. Удивился контролер. На нее глядит в упор. Попрошу, гражданка, предъявить билет. А ему собачка скулит в ответ. Рассердился контролер. Что за странный разговор? Нет билета. Выйдите, будьте так добры. А ему собачка отвечала: ры. Это что за разговор? Возмутился контролер. Не ходите выходить. Заплатите штраф. А ему собачка отвечала: аф! Растерялся контролер. Очень странный разговор. Пассажиры, вы скажите, разве я не прав? Пассажиры хором отвечали: аф! С загадочной улыбкой Монны Лизы, смакуя сериалы и кинцо, они так часто смотрят телевизор, что диктор узнает всех их в лицо. Рассказ мой вроде ни о чем, и в то же время обо всем. Один известный кое-кто нам всем глаза открыл на то, что мы считали тем, оно меж тем не то совсем. И нам пора расстаться с ним и заменить его другим. И сразу же во всех местах, в домах, столовых, детсадах, все стали новое внедрять, а старое искоренять. А то это или не то, вокруг не понимал никто. Прошло полгода или год, внедрение толку не дает. А тут известный кое-кто вдруг почему-то стал никто. А дело оказалось в том, что он ошибся кое в чем. И кое в ком, и кое-где. Короче говоря, везде. И был другой рецепт назначен. Все делать так же, но иначе. И сразу же во всех местах, в домах, столовых, детсадах, все стали новое внедрять, а старое искоренять. А то ли это, или не то, вообще не понимал никто. И стало хуже кое-кому от этого внедрения. Уж больно верим мы тому, кто создает учение. Не испытывать, чтоб муки, заедая стресс едой, регулярно мойте руки кипяченою водой. Будьте здоровы, справляйтесь со всеми жизненными вызовами и обнимайте друг друга.
С вами был детский психолог, child psychologist, проект «Детский стульчик». Вы можете остаться немножко на канале, побыть с нами и послушать музыку. Всем здоровья!